Столкновение судна Daewang Topaz с нефтяной платформой Bærum. Судно Daewang Topaz, принадлежащее Main Services, дочерней компании Daewang Enterprise Holdings Berhad, начал свою работу в 2012 году и отвечает за проведение операций на платформе Bærum для компании, занимающейся разведкой и добычей нефти Petronas Carigali, дочерней компании малазийского нефтегазового конгломерата Petronas. 27 октября 2020 года в водах округа Мири, крупнейшего региона Малайзии Саравак, произошла морская авария с участием принадлежащего Малайзии ремонтного судна МВ Daewang Topaz, которое затонуло рано утром после того, как судно столкнулось с нефтяной платформой Bærum Бив Куала в 14 морских милях от Мири при штормовой погоде. Судно выполнял эксплуатационные работы на платформе Bærum, когда он столкнулся с платформой после того, как его якорный трос ослаб во время неблагоприятных погодных условий. 185 членов экипажа были успешно спасены, а 2 члена экипажа погибли. 27 октября 2020 года в 6 часов 45 минут Морской координационный центр поиска и спасения получил сообщение от строительного корабля Сапара, который получил аварийный сигнал от корабля Daewang Topaz, находящегося примерно в 7,7 морских милях от Куала-Бærum, в водах округа Мири. Строительное судно Сапора переместился на место крушения, чтобы определить точное местонахождение корабля Daewang Topaz, который, как сообщилось предварительно, что затонул с 62 членами экипажа на борту, а еще 125 членов экипажа прыгнули в море. Позже добавив к этому сообщению, что 62 члена экипажа, которые остались на корабле, были в безопасности. Примерно в 8 часов 45 минут в общей сложности 121 член экипажа был успешно спасен, в том числе 1 член экипажа, который был найден мертвым спасателями, прибывшими на место происшествия, в то время как 4 других члена экипажа еще не найдены. 4 члена экипажа, которые первоначально считались пропавшими без вести, позже были обнаружены в 9 часов 25 минут утра недалеко от места происшествия. Согласно предварительному расследованию, инцидент был вызван тем, что один из якорных тросов был перерезан из-за удара хвостовой части тайфуна Малави, в результате чего судно потеряло управление и врезалось в нефтяную вышку Bærum Б недалеко от Мири. Наконец, во второй половине дня сообщили, что 185 членов экипажа были успешно спасены в ходе операции Кариламат, а 2 члена экипажа были признаны погибшими. Обе жертвы были гражданами Малайзии. Предварительные расследования дочерней компании малазийского нефтегазового конгломерата Petronas также показали, что инцидент не оказал никакого воздействия на окружающую среду. Компания Petronas будет продолжать работать с соответствующими органами, чтобы отслеживать ситуацию и проводить дальнейшие оценки, чтобы обеспечить быстрое устранение любых непредвиденных ситуаций. В опубликованном заявлении Petronas говорится, что было проведено тщательное расследование инцидента с кораблекрушением Daewang Topaz и оценка конструкции буровой установки. Он также оказал всю необходимую поддержку DESP Main Services, владельцу судна Daewang Topaz, в связи с этим вопросом.